Так, ну вот такая вот у нас печка Magic Stove сербского производства. На днях мы ее приобрели, пока еще не запустили, пока установили только самостоятельно. Весит она не так много. Пока подцепили пару секций дымохода. Установили на плиту специальную гранитную. Вот поставил минерит на керамические втулки. Достаточно хлопотно ставить ее было, эту плиту. Еще вот чуть-чуть осталось поставить. И вот там отверстие для фланец, для нижний фланец дымохода, сэндвич. Здесь шибер. Труба у нас переходник со 120 диаметра на 115. Так как 120 дымоход достаточно, ну, под заказ только он приходит, заказать могут, но, короче, сказали, проще 115 воспользоваться и все, и не париться. Вот. Как там внутри выглядит все это дело, не знаю, видно или нет. Ну что, печь довольно-таки компактная, мощность ее где-то около 7 киловатт. Ну, в принципе, для обогрева нашего первого этажа вполне сгодится в дополнение к электрокотлу. Как дополнение. Так, открывается такая вот ручка, закрепленная на болту, огнеупорный шнур по контуру, дверцы по контуру стекла, стекло закаленное, и по низу имеется, как назвать тоже, отверстие для регулировки тяги, одним словом. Естественно, тяга также на шире регулируется. Это система чистое стекло якобы. Как устроено, я еще не смотрел. Но, в принципе, могу взглянуть, если кому-то интересно. Так, ну внутри что из себя представляет? Такой вот есть рычажок, позволяет стряхнуть золу. Так, ну часть кирпич шамотный, да, здесь кирпич, здесь. Вот, здесь чугунный зольник. Здесь емкость для золы. Ключ в комплекте шел, ключ вот сюда вот, для затяжки вот этого болта. Собственно, нам он не пригодился. Такая емкость для золы. Вот это вот пространство под печкой для золы. И дальше снизу есть небольшое пространство под дрова. Когда я ее смонтирую, конечно же, так, это чугун, вот этот зольник извлекается при перевозке, мы его снимали. Когда я полностью смонтирую, конечно же, эту печку, я сниму видео обязательно о ее работе, как она работает, как греет, и способна ли, допустим, там, не знаю, вскипятить чайник как минимум. Если кому-то видео понравилось, вы знаете, что делать. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если интересуют еще какие-то подробности, то я обязательно добавлю новый видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.